Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня я приглашаю вас на прогулку по старинному городу Провен. От Парижа до Провена всего лишь 77 километров, и город находится на юго-востоке от Парижа в районе Иль-де-Франс. Дорога на машине заняла у меня всего лишь час 15 минут, и Провен называют часто городом роз. Думаю, естественно, начать нашу прогулку с розария. Vous êtes prêts? Alors on y va? Кажется, здесь гостевые комнаты. Вот здесь находится розарий города Провена. Но я начну, как обычно, по нашей доброй традиции, с чашки чая. А вы, я думаю, уже приготовили кофе или чай. Заходишь в бутик сначала. Сейчас я куплю билет. Здесь нужно купить билет. Если вы будете здесь, в Розарии, то обязательно зайдите в кафе. Чай я выбрала с розой. Все-таки мы с вами в городе розы. И шоколадные пирожные. Бон аппетит! Вот эта роза называется роза Провена. Вот, видите, по-французски написано «Rose de Provence». И эту розу вы можете узнать по 10 лепесткам очень красивого розового цвета. Даже здесь по-французски все это можно прочитать. Сегодня вход в парк стоит 4,50. Если вы приедете в конце мая, в июне, когда уже будут действительно цвести розы вот в этом парке, то билет будет стоить дороже, 7,50. Но всегда так в Провене. Ранней весной, ну, сейчас не совсем ранняя весна, уже 10 мая, но вот в это время розы еще не зацвели полностью, поэтому скидка на вход в этот парк для всех 4,50 стоит. Обычная цена, когда цветут розы, это 7,50. Некоторые зрители моего канала путешествуют потом по моим следам. Те, кто, посмотрев это видео, захотят приехать сюда, в Провен, то можно приехать, кстати, не только на машине. Если у вас нет машины, то всегда можно приехать поездом с Лионского вокзала или с Восточного вокзала. И если вы любите розы, то лучше всего приехать, конечно, в конце мая, июнь-июль. И тогда все уже розы зацветут. Здесь 450 сортов роз разнообразных. Какие-то розы уже цветут, но большинство роз еще не зацвели в этом саду, в этом розарии. Эту розу назвали в честь французского садовника Андре Ленотра. В Париже сирень уже отцвела, а в Провене цветет. Да, еще пару недель, и розы расцветут.
И мне очень нравится, что в этом парке можно гулять так, как ты хочешь. По любым тропинкам, по газонам. Здесь очень хорошо все продумано. Замечательный парк. Великолепный. Так что приезжайте сюда, не пожалеете. На южной стороне розы уже расцвели. И посмотрите, какие уже груши. Грушки маленькие. А вот и смородина. А это самшитовая черепаха. Вот голова, вот лапы. Ну что же, великолепный парк, великолепный розарий. Ну а теперь идем в город. Пройдем по старинным улочкам, посмотрим интересные музеи. Здесь можно купить варенье из роз. Конфи де розе. Так, сколько это стоит? 11 евро. Такие конфеты. Симпатичная коробочка. А это сироп. Сколько он стоит? 15 евро. Поменьше бутылка. 9,80. И даже горчица с розой. Мутарда а-ля розе. Стоимость 8,90. Интересно, что рядом с розарием высадили каштаны, которые цветут розовым цветом. Очень красиво сейчас. Город Провен был основан в V веке. При Карле Великом город был третьим по важности после Парижа и Руана. Расположен Провен на перекрестке дорог средневековой Европы. В XIII веке этот город был местом проведения ежегодной ярмарки, возможно, самой крупной не только в Шампани, но и во всей Франции. Безопасность торговцев и соблюдение правил торговли обеспечивали графы Шампани. Для удобства торгующих в городе были построены амбары, погреба и жилые помещения. И население города в то время было в 7 или 8 раз больше, чем в наши дни. Здесь выделывали шерсть и выращивали алые розы. Согласно легенде, провенская роза была привезена во Францию из Святой Земли графом Шампани Тибо IV в 1240 году по возвращении из крестовых походов. Граф желал высадить розы непревзойденного качества в своем замке в Провене. Правда, в 20 веке местный садовод и краевед Шарль Коше-Коше поставил эту легенду под сомнение. Он утверждал, что роза Провена – не что иное, как роза галлика, широко распространенная во Франции. В то же время другие источники приписывают ввоз розы Провена герцогу Анжуйскому в XV веке. Посетите наши погреба XII века.
Это очень впечатляет. Sorti по этой лестнице. Этот музей я вам советую посетить. Билет стоит всего лишь 5 евро. Это очень интересно. Старые дома реставрируют. О, смотрите, здесь шаманка есть. Шаманизм. А еще voyance. Voyance, то есть гадание. Но только sur rendez-vous. То есть нужно позвонить и заранее договориться о встрече. Gourmandise médiévale. Сладости средневековые. Посмотреть, что ли? Куплю-ка я, пожалуй, варенье. Можно попробовать это варенье. Очень вкусное, поэтому я сейчас куплю. В конце XIII века у Провена испортились отношения с графами Шампани, город лишился своих торговых привилегий, а вместе с ними и экономического значения. Оборонительные валы. Сейчас с левой стороны есть защита, а тогда в XII-XIII веке. Главное, чтобы голова не кружилась. Крепостные стены Провена были построены в XI-XIII веках и насчитывают 22 башни. Длина стен сейчас протянулась на 1200 метров, а в XIII веке длина этих стен была 5000 метров. Здесь паркинг есть для машин. Идем дальше вниз. Красивый куст цветет при входе в дом. Замечательно. Причем дом старый и жилой. Занавесочки на окнах. Старая дверь. Вот так проходите по городу, видите, погреба Сент-Эспри, 12 век. 12 век, ребята. А вот здесь погреб с сыром. Дегустация и продажа. Что, стоит посмотреть? Смотрите, какие окошечки маленькие. Старый дом. Волки старые. Провен находится в регионе, который называется Бри. И сыр Бри очень известный, очень вкусный, кстати. Он более нежный, чем камамбер. Я стою на улице, но я уже чувствую здесь запах сыра. Это средневековый напиток, который сейчас пьют после еды уже. Дижестив по-французски. Решила купить бри еще, этот сыр, вот он перед вами. Вот это тоже белая плесень, но она более нежная, чем камамбер. И этот сыр изготовлен прямо на ферме. То есть это действительно фермерский сыр. Очень вкусный, кстати, здесь можно попробовать. Вот видите, кусочки лежат. Можно попробовать. Вот таких погребов в Провене 160. Все они частные, и некоторые сдаются в аренду. Вот как, например, этот погреб, он сдается в аренду. И сыр, который я купила, бри, он сделан на ферме.
молоко местное, то есть коровы местные, пасутся на лугах. Как только травка выходит, их сразу же выпускают на луга. И сыр очень вкусный, действительно, поэтому я решила купить кусочек. Сейчас поговорила с продавщицей сыра, она мне очень подробно рассказала, что в Провене насчитывается 160 погребов. Все эти погреба частные, все они были отреставрированы. И некоторые погреба сдают в аренду, а некоторые погреба закрытые, потому что это частные погреба. Сыр бри очень старый. Этот сыр известен с 13 века, то есть его известность документов, что сыр бри уже производили в 13 веке, в 1217 году, с 1217 года. А закончим нашу прогулку вот здесь, у башни Цезаря. Старинные сооружения 12-13 века. Какой красивый дом. Розы, глициния, ирисы. Вон какая красивая роза. Думаю, что стоит подняться на эту башню Цезаря и полюбоваться окрестностями. Справа виноградники. Замечательный вид на старый город Провен. Там далеко на окраине современные дома. Но видите, это построено рядом. И сохранили полностью старый архитектурный ансамбль. Виноградники. Продолжение визита. Вот по такой узенькой лестнице. Еще выше. Вот. О-ля-ля. Колокола. Это все 17 века. Вот эта часть была построена в 17 веке, и колокол 17 века. Винтовые лестницы, невероятно, как тогда в 13 веке поднимались солдаты на эту башню. Смотрите, она еще продолжается выход. А вот здесь окошечко маленькое. Надо вам сказать, что Провен делится на верхний город и нижний город. И действительно, чаще всего туристы идут именно в верхний город. Вот так и я сегодня прогулялась только по верхнему городу. И мне удобнее, на самом деле, вот здесь пройти сейчас и сразу в машину, потому что здесь я пропарковалась у подножия этого холма. Так что нижний город, может быть, как-нибудь в другой раз посмотрим. Деревня называется Гани, находится в Нормандии.
в 10 километрах от Живерни. Глициния повсюду и везде. А, здесь я не могу пройти, здесь только для тех, кто живет. Понятно. Очень много разнообразных цветов. И вот там роза даже расцвела. Сейчас посмотрим. Вот такой огромный куст розы. Очень красиво. Вот по узенькой улочке я прошла все-таки к этой небольшой плотине. Ну а теперь едем в Живерни. Посмотрите, какая кладка старая. А может быть, в 20 веке тоже работали именно так, какие камни. Смотрите, как интересно. То есть камень не обработанный. Просто камень положили и известью там или чем это, глиной. Кто строители? Пишите, чем это они здесь. Смотрите, я вам поближе сниму. Вот так сделано. И вся стена полностью в такой технике построена. Ну что же, а вот и церковь. Ну а теперь в Живерни. Какие ароматы, птицы поют. 2 мая, ребят, сегодня. Второе мая в Живерни, в деревне Живерни. Mesdames et messieurs, bonjour. Сегодня 2 мая. У нас очень жарко. Плюс 29 градусов. И я сегодня приглашаю вас на небольшую прогулку в Живерни. Деревня Живерни. Если нет очереди, то посмотрим и музей Клода Моне. Шляпки. Сегодня пятница, плюс еще пасхальные каникулы продолжаются до 4 мая. И очень много туристов здесь, в Живерни. Вот это гостевой дом. Называется Ле Коклико, Маки. Давайте зайдем, посмотрим немножко дворик. Такой симпатичный. О, и уже розы, розы, розы. Смотрите уже, какие розы. Красивые. Такая красота. Обычно я приезжаю в Живерни утром, а сегодня я решила посмотреть музей после обеда. Сейчас 16:30, и музей открыт до 6 вечера. Так что пройдем сначала, посмотрим знаменитый японский пруд. Бамбуковая роща. Лягушка квакает. And that place was first normally understand why they L'essentiel. Oui. Концерт начинается. Ah, regarde, il y a des... Attends Thierry, mets-toi par là.
2 мая тюльпаны практически уже цветают. Уже даже цвели некоторые. Очень жаркое было. Очень жаркий был конец апреля и начало мая очень жарко. Поэтому, наверное... Яблони уже отцвели 2 мая, и уже, видите, маленькие яблочки появились. Сейчас уже 5 часов вечера, вот когда нужно приезжать в музей. Там было несколько человек, всего лишь в очереди стояло. Правда, музей открыт до 6 часов вечера. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!